Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал вязания. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой летний ажурный жакет в роскошном шоколадном цвете. Сейчас приближу. Смотрите, вот такой узор ромбиками и ажурными дорожками. Это основной узор у нас будет. И вот такая интересная по другой схеме вяжется планка у нас с вами, кайма, я бы так даже сказала, по рукаву и по низу изделия идет, по полочкам, по спинкам и по низу рукавчиков идет. Вот. У нас классический крой жакета с глубоким вырезом горловины по переду. Вот. В общем, здесь очень такая узенькая планочка у нас будет идти по полочкам, обвязана крючочком. Вот. А так, в принципе, средний уровень мастерства, сложности данная моделька, 3/4 рукавчик. Ну, в общем, классическая, интересная модель, которая пригодится в гардеробе любой женщины. Мы будем сегодня с вами составлять описание с 42 по 56 размер, девочки. Да, вот так я широко сейчас стала освещать размеры. Детально вам расскажу, как расположить узоры, как перейти от планки, от ажурного узора планки к основному ажурному узору. Мы с вами будем вязать оба образца, определим с вами плотность. Конкретно пряжа у нас будет подобрана под этот жакет. И будет у нас с вами подробное объяснение мои в конце видео, где я буду вам схематично рисовать, как располагаем раппорты, узоры и так далее. Да? То есть все подробнейшим образом для того, чтобы вы смогли связать, будет составлена инструкция на все размеры, которые я сказала. Итак, мои хорошие, приступаем сами к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания жакета я выбрала пряжу Yarnam Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет 70, 50 грамм, 160 метров у нас. Хорошие скрутчики, ниточка. Очень удобно из нее вязать. Она имеет такой небольшой меланжевый эффект. Ну, вот приближаю вам, да, видно вкрапления такие белесые, да. Спицы будем с вами использовать 3,5. И вот так выглядит наш с вами узор. Здесь два узора. Значит, один у нас узор по низу идет. Это планка или кайма, скажем так. И второй, один раппорт я всего связала вместе с вами. Это ажурные ромбики. И вот так мы с вами свяжем этот образец, девочки. От каймы перейдем к ажурным ромбикам. Довольно-таки интересный узор, я считаю. Ну, ромбики вообще легко вяжутся сами по себе. Сочетание, видите, с такими ажурными косичками. Ну, даже не косички их, как там назвать, ажурные дорожки, да? Ну и сама кайма с волнистым краем довольно эффектно тоже смотрится. Итак, давайте посмотрим схемы этих узоров. Вот таким образом выглядит у нас схема планки. Значит, смотрите, девочки, у нас здесь с вами 11 петель раппорт составляет. Я выделил его красным цветом. Делайте скрин экрана. И в высоту раппорт составляет у нас 16 рядов. Ну, это то, что выделено красным. Но, собственно, к этим всем раппортам прибавляется еще у нас 3 ряда, видите, по низу. Также будет у нас платочная вязка. Я здесь связала 3 ряда. И вот здесь за раппортом вверху у нас тоже будут своеобразные добавочные ряды, которые мы тоже с вами свяжем. То есть мы с вами свяжем всю эту схему.
Так, это схема номер 1, как я уже сказала, планка. Так, теперь смотрим схема номер 2. Схема номер 2 – это схема основного узора. Смотрите, здесь раппорт составляет 12 петель, я выделила его тоже красным. 12 петель раппорт. И у нас с вами получается 12 рядов в высоту этот раппорт. Причем условно я поделила этот узор на две части. Правая часть вот это ажурная дорожка у нас с вами, а вот это ромб. Понимаете, это ромбик. Ажурная дорожка составляет 5 петель в ширину, а ажурный ромбик составляет, соответственно, 7 петель в ширину. Почему заостряю на этом внимание? Потому что у нас с вами там будет такой момент. На некоторые размеры этот момент нам очень пригодится. То есть имейте в виду, что такое ажурная дорожка на 5 петлях, да, и что такое ажурный ромб на 7 петлях. Так, с этим тоже понятно. Третий у нас есть еще узор. Показываю я его вот в таком виде. И заостряю ваше внимание, девочки. Обратите внимание на правую часть, на 5 петель, которые у нас идут справа, крайне правые. Про эти 5 петель на один из размеров тоже надо будет обратить внимание. Именно так на один из размеров я предлагаю решить вопрос с распределением наших ажурных вот этих раппортов. Вот это третья схема. Она будет использоваться только один раз и только для одного размера. Сейчас я уже точно не помню. Все в описании под видео будет. Все детально будет в описании под видео расписано и рассказано. Итак, это есть схема номер 3. Еще раз повторюсь. Теперь, девочки, хотела вам выкройку показать. Обычная классическая выкройка. Смотрите. Это у нас с вами, значит, идет спинка и полочка, правая полочка, да, и вот рукавчик. Рукавчик 3/4. Размеры здесь не стоят, ну, вернее, здесь стоит один размер на маленький, самый вообще 45 сантиметров, я не знаю, это 42, наверное. Так, мы с вами, как я уже сказала, охватим очень большое количество размеров, да? Поэтому пусть вас этот вопрос сильно не пугает, все разберем, все подробнейшим образом посчитаем, все будет хорошо. Девочки, без проблем свяжите эту красоту. Следующее. И описание, то, о котором я говорю, будет под видео выложено. Смотрите, как я вам и сказала, с 42 по 56 размер. Рассматривать мы будем 4 размера, как бы, да, они объединяются у нас 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Общий расход пряжи у нас пойдет около 450-600 грамм, в зависимости от размера. Так, и спинка. Ну и вот эти все попетельные выкладки. Я с вами внимательным образом мы будем с вами во второй половине видео. Все это будет у нас рисоваться, рассказываться, как, откуда берется это количество петель. Все будет обосновываться, да? Так, и вот такая вот еще фишка. Вы видели, что раппорт планки у нас составляет 11 петель в ширину, а раппорт основного узора 12 петель в ширину. Поэтому в последнем изнаночном ряду, каждый раз, когда мы будем переходить от планки к основному узору по схеме номер 2, у нас будут добавочные петли распределяться равномерно. Часто спрашивают у меня, что такое равномерно. Это значит через равное количество петель. То есть 3 петли, условно делите все свои петли на 3 части, и через вот это расстояние там, какое у вас там приблизительно будет. Если у вас 90 петель, поделите на 3, то есть в каждой 30 петле делайте прибавку, вытягивайте из протяжечки такую прибавочку. Так, ну это так уже перешла на условности. Смотрите, все это вы сами почитаете, и я вам обосную сегодня. Не буду я на это тратить сейчас время видео, потому что всему свое время. Давайте последовательно сейчас с вами начнем вязать наши узоры. У нас с вами будет 2 схемы участвовать.
в вязании. Первая схема — это кайма. Ну, скажем так, планка по низу у нас будет нашего жакета. И основной узор, вот нижняя схема. Кайма на 11 петлях раппорт, основной узор на 12 петлях. Начинаем с каймы. И я набрала 3 раппорта по 11 петель, то есть 33 петли плюс 2 кромочные. Вот у меня сейчас 35 петель. И я связала 3 ряда платочной вязки. То есть все ряды у меня были лицевые. Сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Итак, первая кромочная, вяжем первый ряд каймы. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я петельки вот так меняю местами. У меня вторая поверх первой, и потом я вяжу их 2 вместе. Связали первый раппорт. Следом вяжем второй раппорт также. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, по центру лицевая, еще один накид, снова 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт связали. Третий вяжем точно так же. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, снова 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и кромочная у нас вяжется изнаночной петлей. Все четные ряды, 2, 4, 6 и так далее, мы будем вязать изнаночными петельками, в том числе и накиды. Но я их, конечно, показывать не буду, эти изнаночные ряды, свяжемте самостоятельно. Итак, у нас с вами третий ряд вяжем. Я буду показывать один раппорт, девочки, значит, а все остальные будем самостоятельно вязать. Значит, 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, снова 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть вы поняли, да, ряд абсолютно третий похож на первый, да, это одно и то же. Продолжаем вязать следующий раппорт самостоятельно. Пятый ряд мы вяжем так же, как и первый, третий. Смотрите, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, по центру лицевая, накид, снова 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт, повторяем раппорт. Седьмой ряд у нас будет, девочки, такой же, как и первый, третий, пятый. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, снова 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Повторяем раппорт. Девятый ряд вяжем следующим образом. Первая петля лицевая, делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. По центру лицевая, далее идут 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем такой же раппорт. 11 ряд у нас с вами. Каймы. Вяжем 2 лицевые первые, затем делаем накид, лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, по центру идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 лицевые. Связали раппорт, повторяем. Тринадцатый у нас с вами ряд. Вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом вяжем. Связали раппорт, повторяем такой же раппорт. 15 ряд раппорта вяжем. Смотрите, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Смотрите, как я это делаю. Я первую и вторую петельки меняю местами. То есть у меня первая за работой, вторая поверх нее. Вот так накидывается. И все 3 я вяжу одной лицевой. Затем делаем еще один накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Итак, раппорт мы с вами связали нашей каймой. И далее у нас идут еще, значит, 6 рядов, которые мы будем вязать следующим образом. Но они как бы тоже к кайме, я так понимаю, относятся. Но вот таким образом показываю вам. Смотрите, 17 ряд. Пусть считаем, что это кайма. Все петли изнаночные у нас идут. Все петельки до конца ряда вяжем изнаночные. А 18 ряд все петельки у нас будут смотреться, будут лицевыми. Так, 18 ряд у нас будут все петли изнаночные. Все петли изнаночные, потому что это платочная вязка только изнаночными петлями. Вот таким вот образом распорядился дизайнер, нам такой узор решил сделать. Вяжем все петли тоже изнаночными. Так, у нас с вами 19 ряд, и мы вяжем его следующим образом. Значит, первые 2 петли у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, далее опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И так, девочки, продолжаем до конца ряда. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Так, у нас с вами 20 ряд. Это все петли изнаночные, в том числе накиды. У нас с вами 21 ряд. Все петли изнаночные. Вяжем весь ряд изнаночными петельками, а 22 ряд все петли тоже будут изнаночными. И после этого мы перейдем с вами на вторую схему. Так, и у нас с вами вторая схема, в которой 12 петель раппорт, а здесь, как вам понятно было, 11 петель. То есть в каждом раппорте мы будем делать по одной прибавке. То есть вот эта вот кайма или планочка нижняя, она у нас будет уже, чем основное полотно вязания. Да? Так, и в общем смотрите. Так, первый идет изнаночная, я повторяюсь, это первый ряд. Без изменений, который идет ровно так, как должен идти по схеме.
первая изнаночная, затем идут 3 лицевые петли, опять идет изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Вот такой первый ряд нашего раппорта. Повторяем. И далее раппорт повторяется еще на высоту. Значит, у нас всего 12 рядов в раппорте. И вяжем третий ряд у нас. Первый идет изнаночная. Затем такой интересный значок мы будем сейчас вязать в японском вязании. Смотрите, вот эту петлю, третью, вот 2 у меня остались, третью я накидываю на них вот так и спускаю, спустила. А теперь вяжу первую петлю лицевой, делаю накид, вторую петлю тоже вяжу лицевой. Все. То есть из 3 я связала 3. Вот таким образом. Далее вяжем изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, по центру идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Но я, конечно, по центру ромба имел в виду. Тут же ромб у нас сейчас будет вырисовываться. Смотрите, то есть вот этот раппорт у нас, собственно, с вами состоит из 2 как бы частей. Одна часть это вот правая, это ажурная дорожка, и далее ромб идет, да, ажурная дорожка и ромб. Вот таким образом, а между ними вот изнаночная петля идет. Теперь мы повторяем с вами раппорт сначала, да, то есть опять идет изнаночная, опять вот этот вот интересный такой наброс, да, из 3 3. И далее идет ромбик наш, опять идет изнаночная и ромбик. Я уж не буду показывать, самостоятельно вяжем до конца ряда. 5-й ряд вяжем с вами раппорт наш. Значит, первый идет изнаночная, так она и будет всегда здесь идти. Затем над нашей вот этим значком вяжем 3 лицевые, то есть это наша ажурная дорожка, опять изнаночная, и наш ромбик вяжется. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем то же самое. Вяжем с вами 7-й ряд нашего узора следующим образом: изнаночная первая, затем снова 3-ю петлю накидываем на первые 2 и вяжем лицевая, накид, лицевая, то есть из 3 3 связали. Далее опять идет изнаночная, делаем накид, ромб пошел у нас, да, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру. Затем опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. Повторяем раппорт. 9-й ряд у нас с вами. Вяжем. Значит, у нас первый идет изнаночная, 3 лицевые, снова изнаночная, ажурная дорожка. Так, это мы связали ажурную дорожку. И теперь ромбик у нас пошел. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем то же самое. Так, и у нас с вами 11-й ряд пошел вязаться раппорта нашего. Изнаночная первая, затем из 3 3, да, вяжем. 3-ю накидываем на первые 2 и вяжем лицевая, накид, лицевая. Далее идет изнаночная, и далее идут 3, то есть 2 лицевые, девочки, 2 лицевые, накид, и вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого 1 и 2 петельки я меняю местами. Первая у меня за работой, вторая поверх нее я накинула, и все 3 вместе я провязала лицевой. Накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Такой же раппорт повторяем. У нас с вами связался целый раппорт с ромбиками узор. Вот эта вот часть. Итак, теперь наша задача с вами сделать влажную
тепловую обработочку образца, чтобы измерить его плотность. Горячим паром я обдаю наш с вами образец и тяну его энергично в разные стороны. Тянем. Вправо, влево, в ширину, в высоту. Не переживайте, что он перетянется там, ничего с ним не случится. Поверьте, когда он высохнет, он придет в себя, как говорят. Да? Так, обращаю внимание на края. Края у нас будут участвовать тоже, отпариваем их. Они у нас будут участвовать в расчете. Так, ну все, собственно, давайте оставляем сохнуть нашу красоту. Итак, мои хорошие, я теперь поняла, когда измерила плотность, почему у нас с вами узор планки отличается по количеству петель от узора основного. Но я так понимаю, что какую-то роль играют вот эти ажурные дорожки с этими косичками, да? В общем, дело-то в том, что плотность вот этого образца, который мы с вами вязали, нашей планочки, отличается от плотности нашего узора с ромбиками. Вот именно из-за этого. А так, девочки, на самом деле узор будет одинаково. То есть он идти будет в ширину одинаково. Понимаете мою мысль? Одинаково. Смотрите, я вам сейчас показываю этот эксперимент. Итак, измеряем плотность в двух местах. Значит, плотность планки измеряем и плотность ромба. Абсолютно, вот я держу его, да, вот видите, абсолютно одинаковая ширина. Я укладываю сюда наш образец, я ничего не расширяю, да. Он высох, все, чтобы мне ничего не мешало, я показываю. Смотрите, прикладываю линеечку, измеряю. У меня, видите, 18,5 сантиметров ширина нашего, получилась, нашей каймы, планки, как хотите называйте ее, 18,5. Мы набирали с вами 35 петель, да? 35 петель поделить на 18,5. Получаем плотность, ну, 1,9, скажем так, да? 1,9. Запишем в 1 сантиметре 1,9 петель. Ах, это надо вот на этой был схеме писать. В 1 сантиметре 1,9 петель. Это наша планочка по низу. Теперь измеряем ромб. Он, смотрите, ромб измеряем вместе с кромочными. Так, здесь 19 сантиметров, чуть шире, да? И у нас с вами 39 петель здесь участвует. 3 петли мы прибавили и 1 петлю прибавили для симметрии слева, изнаночная шла. Получается 39 петель участвует и 19 сантиметров. 39 поделить на 19, видите, плотность отличается. 2. В 1 сантиметре 2 петли получается. Видите? И вот, собственно, вот эта петля, которую мы с вами прибавили, она как бы все и уравняла, да? Одинаково почти все у нас получается будет. Теперь по вертикали нас интересует плотность. По вертикали. Давайте мы про нее не забудем. Смотрите, мы связали ромб с вами 13 рядов, как я сказала, да? И я проверяю. Итак, начинался у нас с вами раппорт. После вот этого вот изнаночного ряда. Итак, 6 у меня получается сантиметров. 6 сантиметров. Нет, все-таки не 6. Нет, ну правда 6. 6 сантиметров и 13 рядов. 13 поделить на 6 сантиметров. Вот такая будет плотность 2,2. 2,2 у нас по ромбу. Я запишу эту плотность, что в 1 сантиметре основного ажурного узора плотность 2,2.
2 ряда. А если сколько высоту нас займет кайма на самом деле, когда мы будем вязать. Смотрите, здесь у нас получается 10 сантиметров по самой вот этой длинной части. 10 сантиметров кайма, девочки, а по самой вот этой маленькой, не широкой части 9. То есть вот мы будем уже знать, что 10 сантиметров наша кайма. Вот и все. Ажурный узор будем с вами считать с другой плотностью. Отлично, нам в расчетах все это пригодится. Итак, мои хорошие, сейчас мы будем с вами по выкройке составлять описание. Вот такая у нас будет сегодня выкройка участвовать в расчете. Конечно, здесь много очень моих всяких зарисовок, но я вам постараюсь, девочки, будьте только внимательны, рассказать все подробно. Будем рассматривать сегодня 42-44 размер, ширина спинки 47 сантиметров, 46-48 размер, ширина спинки 53 сантиметра, 50-52 размер, ширина спинки 59 сантиметров и 4 размер 54-56, ширина спинки 62 сантиметра. Смотрите, у нас с вами будет разная плотность у узоров. У первого 1,9 петель, у второго 2 петли, да, по горизонтали. Поэтому петли будут отличаться. И раппорты у нас разные, да. То есть здесь 12 петель у схемы 2, а у планки нашей, у каймы 11 петель. Так, и вот это вот все надо так было, ну, в общем-то, сделать, чтобы все хорошо получалось. Итак, смотрите, планку. Рассматриваем планку спинки по спинке. Значит, у нас с вами планка будет выглядеть следующим образом. 47 сантиметров я умножаю на плотность 1,9 узора. Видите, у меня получается 89 петель. И набирать надо 90 петель. Второй размер я не буду же считать на ваших глазах. Значит, 53 сантиметра, где у нас на 46-48, будет у нас 101 петля участвовать. У размера 50-52 будет участвовать 112 петель. И у размера 54-56 будет участвовать 118 петель. Я умножала нашу ширину на плотность. Получались вот эти петельки. Так. И далее. Смотрите, как распределяются узоры. Вот я прям отдельную схему нарисовала. У спинки. Значит, первый размер у нас идет... Так, это уже второй узор идет, да? Ну, там легко, девочки. У нас 11 петель, да? 11 петель и 11 петель раппорт. И участвует на первый размер 90 петель. 90 поделим на 11. Как я это обычно делала. Получаем 8 раппортов, да? 8 умножить на 11, это будет 88 петель. И 2 кромочные добавляем. 90 петель, да? Также у меня получалось на другие размеры. То есть к 90 петелькам я прибавляла еще один раппорт, 11 петель, получалось 101 петля, да? Соответственно, к 101 прибавить еще 11 петель будет 112 петель, и еще прибавить 11 петель будет 123, но мы до этого не дошли. Так. В общем, смотрите, на 62 и расположение узоров будет такое, девочки, что вот, например, здесь все понятно с раппортами. Последний размер, где 62 сантиметра, здесь планка у нас. Разница между 52 и вот этим 4 размером будет составлять 6 петель. Эти 6 петель я предлагаю по 3 изнаночные справа и слева включить, да? То есть, смотрите. Те же 112 петель, которые мы делим на 11, это будет, то есть, смотрите, 10 раппортов по 11 петель. Получаем 110 петель, да? Вот, плюс 2 кромочные, 112 петель, да? И
плюс 6 изнаночных по 3 изнаночные справа и слева. Будет 118 петель. Это те петли, которые набираем на планку. Далее мы вяжем эту планку. Мы ее с вами измерили, она получилась 9 сантиметров в высоту. И переходим на ажурный узор. Здесь уже у нас совсем другая картина. Вот здесь я как раз все это дело и рисовала. Смотрите. Так. Кстати, вот про планку у спинки я писала. Значит, вот, видите, я все это напишу, девочки. Это будет понятно, в принципе, да? Вот, однокромочная, 3 изнаночные, 110, 3 изнаночные, однокромочная, 118 петель. Это большой размер. Просто здесь все у нас как бы очень идеально совпало у планки, у других размеров. А здесь, вот видите, раппорт слишком большой получается. Ширина слишком большая, а нам надо было подогнать под нужный размер. После того, как мы свяжем планочку, у нас будет узор номер 2. Мы переходим к узору номер 2, и там будет другое количество петель. Смотрите, из 90 петель мы будем делать 93 петли, девочки. Так, для второй размер 46-48 из 101 петли мы будем с вами делать 106 петель. Ну так получаться будет по узору. Там, где у нас 112 петель, мы будем делать 117 петель. И там, где у нас было 118 петель, у нас будет 123 петли. Ну, здесь практически с учетом плотности идет. У нас еще небольшая разница в плотности, да, то есть вот эти вот петли, они как бы той же самую ширину будут давать вам. То есть в ширине полотно не изменится практически. Ну, там, может быть, 1-2 петли каких-то роли не сыграют. Так, и вот эти вот количество петель мы будем располагать раппорты следующим образом. Обращаю ваше внимание. Смотрите. Значит, там, где у нас 93 петли, из чего первый размер, из чего они будут состоять? Начинаем мы с вами вязание с 7 петель. Объясняю. Мы будем вязать без вот этой ажурной дорожки. То есть помните, когда мы начинали вязать схему номер 2, я вам говорила, что условно ее можно поделить на ажурную дорожку на 5 петлях, вот правая часть, и ромб, это левая часть, да? 5 и 7 петель. Получаем в сумме 12 петель. Так вот, эта ажурная дорожка, мы ее убираем. И начинаем вязать с ажурного ромба сразу. То есть вот отсюда у нас начало будет вязание на этот размер. Вообще там на все размеры такое будет начало. Так, связали, да? Начали отсюда. Заканчиваться у нас раппорт тоже будет ромбом, поэтому это будет симметрично и хорошо смотреться. У нас будет с вами использоваться, смотрите, сколько раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раппортов по 12 петель. Я уже это нарисовала. 12 умножить на 7, это будет 84 петли. Плюс 7 петель, которые я вам сказала, без ажурной дорожки в самом начале используются. Плюс 2 кромочные. Вот наши 93 петли. Так, понятно, да? А откуда взялись 106 петель? 93 плюс 12, 105 петель, да? Смотрите, у нас было 101, стало 106 петель. Почему 106? 105 петель, девочки, 105 петель, вру. Тут я 105 петель. Мы просто добавили еще один раппорт, понимаете? То есть мы добавили с вами еще один раппорт. И вот я, кстати, здесь записала по плотности. Смотрите, я умножала нашу ширину спинки на 2, то есть не на 1,9, как в первом случае у нас на плотность я умножала, а на 2, и получалось 94 петли. Но у нас в идеале получилось 93, да? Если я на второй размер 53 умножу на 2, у меня будет 106, в идеале у нас получается 105 петель. То есть я добавила еще 12 петель раппорта. В итоге у нас будет не 7 раппортов, а 8. Начинаться будет также с 7.
вот этих петель без ажурной дорожки, да, один ажурный ромб, и тоже все будет симметрично укладываться ажурный узор. Так, теперь что касается третьего размера 50-52, то же самое, мы прибавляем еще один раппорт, получаем 117 петель, начало будет точно такое же, с 7, и затем идет уже, получается, 9 раппортов. Да? Сейчас давайте посчитаем. 12 на 9 это 108 плюс 7 и плюс 2 кромочные. Вот эти 117 петель. Понятно, да, откуда они берутся? И на четвертый размер 54-56 мы добавляем с вами также 6 изнаночных. То есть у нас будет 123 петли. 6 изнаночных добавляем также симметрично по 3 справа и по 3 слева. Да? То есть у нас также будет с вами, как и на предыдущий размер, 117 петель задействовано в узоре, да, в узоре. Это понятно, да? То есть это также начинаем с 7. Затем идут у нас раппорты по 12 петель. Все будет симметрично и красиво. Но впереди у нас появятся 3 изнаночные. И крайние тоже петли будут как 3 изнаночные добавочные. Вот, то есть из наших 118 петель будет 123 петли. То есть добавится 5 петель, да, по узору. Так. И вот я, кстати, умножала 62 сантиметра, если на плотность 2 умножить, это должно быть 124, а у нас 123. В принципе, на одну петлю разница, то есть мы попали в плотность, все идеально с узорами. Да? Теперь переходим на полочку. Полочка, вот у нас схема полочки. Да? Здесь у нас ширина получалась, я старалась, значит, у планки будет 24, 27, 29,5, 31 сантиметр, то есть по половине спинки, да, почти по половине спинки. Так, и что здесь у нас с вами получалось? Попетельно. Попетельно у меня получалось на первый размер 46, на второй 48, на третий 57, на четвертый 59 петель. И вот я тут рисовала полочка, планка. Значит, 46 петель первый размер. Из чего состоит? Из 4 раппортов по 11 петель и 2 кромочные. Да, понятно. 44 плюс 2, 46. Из чего состоит второй размер полочки? 48 петель. Добавляю, значит, эта полочка у нас правая. И я добавила 2 изнаночные, вот здесь крайние будут у нас. То есть здесь 4 раппорта идут, потом 2 изнаночные, кромочные. Так, да? С этим понятно. Это на 46-48 я написала, вот на 2 размера. Распределение раппортов на 50-52 и 54-56 размер. Смотрите. Сейчас здесь у меня уже идет 5 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 55 петель по 11 петель, да, 55. И кромочная. И кромочная, соответственно, 57 петель. И на 54-56 я также добавила еще 2 изнаночные. Ко всей этой картине добавляю крайне левые 2 изнаночные. Получаем 59 петель. Так, вот мы вяжем эту планку на высоту 9 сантиметров. И далее мы с вами по схеме номер 1 и переходим на схему номер 2, так же как у спинки. И там у нас уже раппорт будет 12 петель раппорт. Да? Смотрите, будем также с вами немного прибавлять в последнем изнаночном ряду. То есть мы с вами от 46 петель перейдем к 50. То есть добавим 4 петли в последнем изнаночном ряду. Да? Так, и распределяться у нас петельки следующим образом. У нас будет с вами 4 раппорта по 12 петель. Смотрите, если мы 12 умножим на 4, это будет 48 петель, плюс 2 кромочные, вот эти 50 петель. Да? По плотности тоже все хорошо совпало. Так, это на 42-44. Теперь, что касается второго размера, это 55 петель будет. Также у нас получается, начинаем правую полочку с 4 раппортов по 12 петель и заканчиваем 5 петлями ажурной дорожки. То есть вот смотрите, это схема наша номер 2.
И вот смотрите, что у нас тут вырисовывается. Ажурная дорожка, это 5 петель, да? Вот мы ее с вами добавим вот сюда. То есть вот так у нас будет выглядеть. Да? Вот раппорт и еще слева 5 петель вот этой ажурной дорожки добавляется. На 46-48 размер. В сумме это 55 петель. Теперь, что касается третьего размера, 50-52. Здесь вырисовывается вот такая картина с вмешательством третьей схемы. Я ее распечатала. Смотрите, девочки. Это схема из японского журнала, и они предлагают вот такой вариант развития событий. Еще 5 петель у нас добавляется. Вот эта планка. Это полочка, и это край, который будет идти планка. Видите, как они интересно добавили. То есть вот этот раппорт ромб они поделили пополам. И получилось 5 петель. Раз, два, три, четыре, 5. Я вам тоже советую на этот размер 50-52 мы добавим эти 5 петель с вами. Далее у нас пойдут раппорты вязаться. 4 раппорта вяжется по 12 петель. Раз, два, три, 4. И заканчивается все так же 5 петлями ажурной дорожки. Ажурная дорожка — это схема 2, и я вам уже говорила, вот эта часть узора. Понятно, да? Вот я нарисовала схематично, кто не понял. Смотрите, 5 петель по схеме номер 3 первые. Я показала, и будет в мастер-классе эта схема. Затем идут 4 раппорта по 12 петель. Затем идет 5 петель ажурной дорожки ну и, соответственно, кромочные. Итого в сумме 60 петель. То есть мы с вами от 57 петель перешли к 60 петель. То есть в последнем изнаночном ряду нам надо будет добавить, после последнем изнаночном ряду планки нам надо будет добавить 3 петли равномерно. И на самый большой размер 54-56 у меня будет использоваться полочка 62 петли всего. Ну, то есть 2 петли разница между вот этими размерами. Так, и у меня получилось идеально 5 раппортов по 12 петель. Смотрите. Значит, то есть 12 умножить на 6, это будет 12 умножить на 6 на 5. То есть 12 умножить на 5, это будет 60 петель и 2 петли кромочные. 62 петли. Вот так будет располагаться. То есть 5 раппортов. 5 раппортов, 62 петли. Так. Ну и все вот эти закругления, все эти вот эти моменты по вырезу горловины, по пройме, тоже, значит, рассказывать вам четко, сколько петель, как тут закрыть, будет все в описании. По пройме сразу скажу, глубина проймы 5-6 сантиметров. То есть я, смотрите, как распределил на маленький размер 10 у меня петель. Я умножила на плотность 2 вот эту сумму, вот эту величину в сантиметрах. Получается у меня 10. Затем идет второй размер, тоже 10, третий 11 и четвертый 12 петель. Вот таким образом пройма, в зависимости от размера, глубина ее будет. Так. И на плечи то, что осталось. У меня осталось на плечи 18, 23, 27 и 28 петель. Как их на примере первого размера объясню, как я их вычислила. У меня вырез горловины составил по спинке. Смотрим, то есть его ширина. Первый размер 18, второй 19, третий 20 сантиметров, четвертый 21 сантиметр. И по петельно это выразилось как 37, 39, 41 и 43 петли. Вот, то есть я умножала на плотность. Ну, 18 умножить на 2, это будет 36, поскольку у нас используется нечетное количество петель 93, вырез горловины тоже должен быть нечетный, чтобы на плечи симметрично распределились оставшиеся петли. Я считаю плечи. Смотрите, как я их считаю. Из 93 общего количества петель, первый размер показываю. Отнимаем пройму. У нас пройма 10 петель на маленький размер. У нас их 2, то есть отнимаю 20 петель, да? И отнимаю вырез горловины 37 петель.
получаем 36 петель. На 2 плеча делим. И получается на каждое плечо 18 петель. Также я поступала со всеми остальными размерами, девочки. Так, и теперь, что касается рукавчика. У рукавчика я на все размеры, планка у меня 57 петель получилось. Так, если кто-то посчитает, что это слишком узко, но особенно на большой размер, там, да, то добавьте изнаночную гладь с двух сторон, потому что тут, не знаю я, целый раппорт добавлять 11 петель будет, наверное, слишком широко, на мой взгляд. Поэтому изнаночными петельками надо как-то регулировать ширину планки. Так, и у меня получилось, смотрите, планочка у рукавчика, значит, 5 раппортов, да, по 11 петель, плюс 2 кромочные. После того, так же, как мы свяжем на 9 сантиметров в высоту эту планку, мы будем переходить на вязание ажурного узора по схеме номер 2. Да, здесь у нас скос. Смотрите, самая широкая часть рукава будет у нас по размерно 71, 75, 77 и 79 петель. Да? И скос. Вот длину рукава я буду рекомендовать вам отрегулировать под себя. Но там 3/4, да, ну я вот условно взяла 30 сантиметров этот скос, и я вам сейчас расскажу, как его рассчитать. А вы потом по аналогии сделайте это самостоятельно, если вас не устроит длина рукава. Вот от планки до оката я взяла 30 сантиметров. Это высота скоса. Сразу перевела с помощью вертикальной плотности. Помните, мы с вами вычисляли в 1 сантиметре 2,2 ряда. Это вертикальная плотность. Так вот, я эти 30 сантиметров умножила на плотность 2,2. Получилось, что высота скоса будет составлять на самом деле 66 рядов. То есть 30 сантиметров равно 66 рядов. Да? И смотрите, если мы вычтем из большего числа меньшее, из 71 петли вычтем 57 петель, мы получим разницу в петлях. Смотрите, 71 отнять 57. Это будет 14 петель поделим на 2. У нас 2 скоса. На каждый скос надо прибавить 7 петель. Это на первый размер. Я на примере первого размера объясняю. У нас с вами 66 рядов. Смотрите, 66 рядов надо поделить на 7. Вот такой интервал у нас будет между прибавками. По одной петле справа и по одной петле слева симметрично будут прибавки идти. Смотрите, здесь ни 9, ни 10 не скажешь, да? То есть вот такое вот какое-то неровное число. В таких случаях рекомендуется чередовать прибавки. То есть делать одну прибавку в 9 ряду, в следующую в 10, потом опять в 9, в 10. То есть вот так. В итоге вы равномерно сделаете 7 прибавок. Справа и слева по одной петле. Так. И высоту это у вас составит как раз 66 рядов. То же самое я проделала с другими размерами. И, в общем-то, все это дело я опубликую в описании попетельно. Окат я не буду здесь делать расчет, потому что это очень долго займет времени. И так вот это все распределение узоров заняло у меня полдня, да. И, в общем, еще и окат, девочки, самостоятельно посчитайте, пожалуйста. Или по выкройке в натуральную величину вяжется окат. Так, с этим мы тоже разобрались. Вертикальную плотность применяем не только по рукаву, но и по спинке и полочкам. То есть, смотрите, вот у нас от планки, предположим, до проймы стоит размер 28 сантиметров. Его надо перевести обязательно в ряды и вязать рядами. Показываю. 28 умножаем на нашу вертикальную плотность 2,2. Это будет 62 ряда. Всегда четное число пишется. 62 ряда. Смотрите, 62 ряда. Когда мы будем вязать с вами узор, мы будем не сантиметрами его измерять, а рядами. Его легко, значит, вот эти ряды перевести в раппорты. Помните, у нас 12 рядов в раппорте.
Это схема номер 2 сейчас идет, речь о ней. Именно здесь вяжется узор после планки. Так, и 62 ряда переводим в раппорты. В раппорты переводим, так легче ориентироваться. 62 давайте с вами поделим на 12, число рядов в раппорте. Это будет 5 раппортов целых, будет вязаться, да? То есть, если мы 5 умножим на 12, это будет 60 рядов. И еще 6 рядов дополнительно. Сколько там? 6? И еще 2 ряда всего, девочки, дополнительно по схеме. Все. И после этого будем формировать пройму с вами. Ну, в общем, вот такой расклад у нас с вами получается по петельной. Всем, ну, совсем, да, конечно, не совсем простой получился у нас тут, потому что узоров очень много получилось разбираться. Но все равно разобраться можно, не так уж это все сложно, тем более описание я выкладываю под видео для вашего удобства. Думаю, что не растеряйтесь, все поймете. Если вникнуть, посидеть, то это будет несложно сделать, да? Еще раз повторяю, не забывайте про вертикальную плотность и про то, что не надо ее игнорировать. Вяжите рядами, девочки, руководствуясь. Любой вертикальный размер по выкройке обязательно переводите в ряды и вяжите, руководствуясь рядами, чтобы не было после стирки вытягивания вашего трикотажного изделия, чрезмерного вытягивания. Так, ну, в общем-то, собственно, все, что я хотела, вам рассказала. Все, что непонятно, посмотрите в описании. До новых встреч. Желаю вам удачи.